Будь здоров, не кашляй. Это немного ироничное пожелание, как никогда актуально в зимний период, когда к людям подкрадываются вирусные инфекции. И вот одно из их неприятных проявлений. Многие россияне жалуются, что после перенесенного в этом сезоне ковида и ОРВИ у них долгое время сохраняется кашель. Вот почему так происходит? Как с этим бороться? С каким кашлем обязательно нужно идти к врачу? Эти и другие вопросы по теме зададим доценту кафедры факультетской педиатрии Санкт-Петербургского педиатрического университета, пульмонологу Светлане Петровой. Светлана Ивановна, доброе утро. Доброе утро. Ну вот вроде бы человек выздоровел, температуры нету, и общее состояние нормальное, а кашель не проходит. Вот с чем это может быть связано? Ну, вы описали типичную ситуацию, которая характерна для осенне-зимнего периода. Это сезон вирусных, острых респираторных инфекций. И что касается кашля, то есть в данном случае большинство, самая большая часть, они спокойно выздоравливают в течение 7 дней. А вот кашель может задержаться. И это считается нормальным, в течение 2 недель, и даже при некоторых инфекциях до 3 недель. И связано это с тем, что кашель – это рефлекс, а возбудители влияют на кашлевые рецепторы. И вот они, так же, как и люди, по-разному взаимодействуют с этими рецепторами. Есть вирусы, которые дают кашель очень длительный, есть бактерии типа микоплазменной инфекции, которые тоже дают длительный кашель. Это рефлекторный кашель, и он может задерживаться даже до 25 дней. А всегда ли кашель связан с поражением легких или могут быть какие-то другие причины? Нет, вот в том-то и проблема кашля, что кашель чаще всего приписывают к болезням органов дыхания. Но кашлевые рецепторы есть в огромном количестве, если не сказать во всех органах. Вот. И поэтому именно затяжной кашель, или лучше сказать даже хронический, как ни странно, хронический кашель сейчас называют кашель больше 4 недель. Вот. И это повод обратиться к врачу, потому что только врач, зная анатомию и физиологию, может разобраться в этом. Я не знаю, сколько видов кашля насчитывают специалисты, но я различаю как минимум 2 – сухой и влажный. И сухой, кажется, доставляет больному больше дискомфорта. Это медицинский факт? Михаил, вы очень хорошо подготовлены, потому что кашель действительно делится на сухой и влажный. Вот. И если влажный, как я всегда говорю и докторам, и студентам, и пациентам, это ясно, что связано с органом дыхания, секрет выделяется, то вот влажный – это серьезно. И он доставляет действительно и пациентам, особенно детям, потому что нарушение сна – это проблема не только детей, но проблема и взрослых. Вот. В смысле родителей, они тоже не спят вместе с детьми. Это нарушает их физическое состояние, физическую активность, занятия спортом и так далее, и так далее. И это становится для многих большой проблемой. Вот. Поэтому здесь, конечно, особенно, кстати, если кашель при физической нагрузке сопровождается затрудненным свистящим дыханием. Это особая проблема, и это вызывает очень часто такой испуг. Вот, испуг, но это совсем не значит, что это всегда бронхиальная астма. Вот в этом тоже такая проблема медицинская. А вообще затяжной кашель – это примета именно нынешнего эпидемиологического сезона? Или, может быть, не только этого, но последних 2-3 после ковида? Может быть, это связано с какими-то новыми штаммами и так далее? Да. Это, конечно, не проблема только постковидная, просто она как-то очень обострилась. Началось это с прошлого года, и прошлая осень точно так же была связана с подъемом заболеваемости вирусами, РС-вирусом, метапневмо, бока-вирусом, и там тоже были кашли. И там была, возможно, даже еще более серьезная ситуация, потому что там болели младенцы, и тяжело болели бронхиолитами. Сейчас это, связано с подъемом микоплазменной инфекции, правильнее сказать, респираторного микоплазмоза. Он начался у нас в стране где-то с сентября, и сейчас, по данным Эпиднадзора, он идет, конечно, немножко на спад. А вот кашель нас будет немножечко подольше беспокоить, подольше. Он действительно такой сухой. Возможно, у кого-то он будет чуть
появится небольшое отделяемое секрета, но он будет усиливаться именно на холоде. Это в наших нынешних условиях, это отопление, это те, кто стараются, если ты кашляешь, надо сделать потеплее, вот пожарче, посуше. Да, Но будет по суше. Да, вот. И, конечно, это в тех семьях и в тех коллективах, где курят. Это самое. Потому что вот эти факторы, они усиливают кашель, вот этот сухой, и делают его, конечно, невыносимым, бывает порой. Как бороться с затянувшимся кашлем? Очевидно, что доктор назначает определенные лекарства. Мы их не можем называть по понятным причинам. Но ведь есть, наверное, и вспомогательные средства. Ну, к примеру, теплое питье, увлажнение воздуха, на котором мы говорили, может быть, голосовой покой. Вы совершенно правы, потому что кашель – это вообще большая загадка. И сейчас к нему такой огромный интерес, как раз именно в связи с сухим кашлем. Потому что именно идет разработка препаратов, которые могут повлиять на сам механизм кашля. И это все в стадии разработки, даже без названий препаратов. Вот. Но самое главное, конечно, если, вот как я сказала, по срокам это больше 3-4 недель, то, конечно, это без доктора здесь вот не обойтись. И это не значит, что обязательно должен быть пульмонолог. Это проблема терапевта-педиатра. Вот. Потому что кашель, вот вы назвали отхаркивающий, не всем кашлям нужны отхаркивающие препараты. И смена этих препаратов, она бывает просто бессмысленная. Просто бессмысленная. А вот создать покой для кашлевых рецепторов – это совершенно верно. Это вот, как я сказала, это влажность, это температура. Кстати сказать, это прогулки. Почему особенно детей держат дома? Ничего, кроме худа, родители этим не приносят. Это наоборот, до 15 градусов можно гулять, и это хорошо, и это хорошо. Это питьевой режим, это влажность. Голосовой покой – это кашель, кстати сказать. Самая частая причина кашля – проблемы верхних дыхательных путей. И гортань, особенно у говорящих, много говорящих, это, конечно, обязательное условие, потому что там скопление кашлевых рецепторов вот в этом месте, в гортани. Большое спасибо за ваши комментарии, за ваши советы. Я напомню, что у нас в студии была доцент кафедры факультетской педиатрии Санкт-Петербургского педиатрического университета, пульмонолог Светлана Петрова. Спасибо.